Тогда, когда ты не находишься на приеме у врача, меньше всего хочется говорить о диагнозах. Скажу лишь о том, что у моих детей ментальная инвалидность, и каждый из них живет в мире своих представлений. Ну, по сути, я для них проводник. Ну, так случилось, что год назад я заболела тоже, у меня онкология, и в целом нам всем непросто. И поэтому мы очень признательны и благодарны, что Радуга всегда с нами. Радуга среди первых, кто помогает и дарит надежду. Когда я помогаю детям, когда я помогаю фонду, мне становится настолько тепло, настолько эмоционально хорошо, что я могу показать детям, дать детям то добро, то тепло, те положительные эмоции, которые они, может быть, в обычной жизни не могут их ощутить. Потому что да, может быть, мы не помогаем детям выздороветь, но мы помогаем детям создать те положительные эмоции, то счастье, которое они могут ощутить здесь у нас на Кипре. Нормальная жизнь тоже вообще возможна, что не надо загонять себя в какие-то рамки, а просто надо понять, что ты достоин нормальной жизни и что ты можешь ее себе позволить, потому что очень часто просто мамы себе этого не позволяют. Они просто считают, что ну вот раз мы такие, значит, нам как-то вот надо коротать свой век. Нет, ничего подобного. Надо брать себя в руки и делать что-то. У закрытого сердца нет возможности, поэтому мы живем с открытым сердцем, с открытыми границами, и тогда у нас происходят чудеса. А чудеса происходят именно в такие моменты, когда открыты сердца с двух сторон. Смотрите, радуга! На самом деле первая семья, она у нас была в 2018 году, но это была даже не семья, это была группа детей из детского дома Перми. 7 детей во главе с воспитателем. Все, это был первый заезд, но он получился такой масштабный, такой глобальный, такой красивый. А в Мертвом море, прикиньте, да? Так глотнешь, И что будет? умрешь. Мне кажется. Она что, вообще соленая? А в красном, по-моему, еще больше. Еще больше? Да, самая, по-моему, красная. Я думала, самая мертвая. А может и мертвая. А черная? Черная постольку, ну так. Оно нормально вроде, среднее. Черная? Оно даже менее соленое, чем это. Оно не такое сильное. Да. А это какое? Это средиземное. Ну, это мне солнечный лучик ударил в голову, я лежала на пляже, я подумала, что столько моря, столько солнца, столько счастья, и этим же можно делиться не только с родными и близкими, этим можно делиться и с другими людьми, кто в этом нуждается. А кто в этом нуждается? Самые, незащищенные, да, там, это дети-сироты, в первую очередь, это мамы-одиночки, которые воспитывают своих детей. Не хочу, да. Ничего я не хочу? Это, А какой? это король принцессы. А, прям принцесса, да? Да, да. Ничего я не хочу. Она не хочет жениться, Никита. Никита. Не хочет жениться. Я хочу! Я хочу! Я всегда готова! Не, Мила у нас про чувства, да, я очень... 2 на 2 — 4. Если провести аналогию с автомобилем. Допустим, я двигатель, а она топливо. Или наоборот. Может быть, она двигатель, а я то топливо. Что-то подлить, да, какую-то идею подлить, а двигатель тук-тук-тук-тук-тук затарахтел, и все случилось. Ой, как мы классно познакомились с Наташкой. Приезжает мама с 3 детками, и мы организуем тоже классную программу, и мы придумали, что можно сделать им футболочки там, с их фотографиями на память. И мне рассказывают про Наталью, которая
делает вот эти вот, печатает эти футболки. Мы с ней встречаемся, и она такая спортсменка, красавица, такая бежит, вся такая, вот, привозит мне эти футболочки, и мы сразу как-то, вот, я не знаю, мы моментально с ней, вот, как будто встретились два родных человека. И она мне говорит, слушай, говорит, а я вот вообще разбираюсь во всех административных вопросах, и я могла бы быть вот очень вот в этом плане полезной. Я говорю, боже мой, вообще просто идеально, потому что я в этих вопросах вообще полный профан. Но я понимаю, что в организации должен быть такой человек. Ум и сердце. Вот так вот наши ум и сердца вот так вот соединились в каком-то моменте. Я прям помню этот день, вот как сейчас, как вот мы с ней познакомились, и вот с того момента вот мы вот такие уже неразлучная парочка, два удальца из одного ларца. Да? Правда? Дай 5. У нас какое-то время это была общественная организация. Вот. И потом мы переросли в фонд. Мы решили, что нам пора двигаться дальше. Мы уже готовы к чему-то большему, и мы зарегистрировали фонд. Вот, это наш флаг, кстати говоря. Смотрите, какой флаг. С этим флагом я поднималась на Килиманджаро, и я поднималась... Перевернуто, да, получилось? Да. Нет, все нормально. Что ты? Вот, смотрите, видишь, тут даже значок. Значок, так. Я с этим флагом ходила на Килиманджаро. Я его вознесла на Килиманджаро, после чего у меня было много инсайтов, я написала картину, потом мы ходили в Танзанию, оплатили обучение детей. Короче, очень длинная, большая история. После этого мы ездили в Польшу, еще у нас был молодежно-социальный проект, и тоже вот мы с птицами знакомились. Очень интересный такой проект. По Эрасмусу мы ездили, тоже волонтеры фонда. И этот флаг, это как наше знамя, да, оно везде с нами, и мы ходили... В этом году с волонтерами, с учредителями, с участниками фонда мы ходили еще к базовому лагерю «Эверест». Потом у нас была такая история, Мирала говорит, нам нужна машину. Нам нужно машину большую, а желательно еще специальную для того, чтобы можно было возить колясочников. Я говорю, Мила, ты сошла с ума, как мы можем купить эту машину? У нас в фонде, мы купим машину, и денег больше не будет. Она говорит, нет, нам нужна машина, нам нужна машина, нам нужна машина. Бесполезно, что ли, говорить. Я говорю, окей, но мы ее не покупали. И потом у нас нашелся замечательный наш друг Роман, который приобрел эту машину. Потому что Мила так хотела, а все желания в нашем фонде сбываются. Раньше мы селили детей по разным домам, и это было неравноценно. Кто-то жил в квартире, кто-то жил в доме, кто-то жил в гостинице. И когда вот дом появился, сразу эта задача ушла, и стало как-то и равноправно, и красиво, и здорово, и прекрасно. Дом вообще потрясающий. Дом находится на берегу моря, в 2 шагах от моря. Здравствуйте. Привет. Проходите. Это наш дом радуги. Там, где отдыхают наши гости, наши дети, наполняются, чувствуют, испытывают счастье, любовь, доброту, уют. И то, что мы создавали здесь своими руками, и каждый здесь вложил частичку своей доброты, любви, творчества. Это все вот так по крупицам собрано и создано вот в такое огромное красивое пространство любви. Когда дети сюда заходят, они говорят «Вау!». А еще у нас есть такой замечательный альбом Rainbow Cyprus «Радуга на Кипре», книга жалоб и предложений или пожеланий. И каждая семья, которая уезжает, она оставляет здесь свои пожелания, свою благодарность, свой посыл для следующей семьи, которая следующая приедет. Можно навести QR-код на QR-код, да, и посмотреть каникулы, как они провели каникулы, какая семья, в каком году приезжала, откуда. Это все можно увидеть и узнать в нашем таком радужном альбоме. Этот альбом тоже создавался волонтером «Радуги». Недавно сделали, это вообще наша такая прям гордость. Мы сделали специальную большую дверь для колясочников. И поэтому теперь у нас есть специально оборудованная ванная для деток, которые
нуждаются в том, чтобы заезжать в ванну в коляске, все приспособления. В общем, специально сделали все для инвалидов. Сделали ремонт. И вот, собственно, дом наш теперь полностью готов для приема детей, особенно с такими вот проблемами. Вот, а здесь наш прекрасный бассейн, зона отдыха вот такая вот красивая. Вот Мила тут цветов тоже напокупала, да? За садом у нас тоже следит одна чудесная девушка, Ирина. И она следит за всеми цветами, за всеми деревьями, поливает, удобряет, ухаживает, следит за автополивом, чтобы это все цвело, потому что каждое дерево, посаженное нашим ребенком, это очень большая ценность для нас. И мы прям дышим на него, чтобы они все жили, цвели, росли, благоухали. И потом мы передаем привет их родителям и их детям, передаем привет от их растений, которые они здесь высаживают. Когда мы только с семьей переехали на Кипр, и как люди, которые только переезжают в новое место, мы были в какой-то прострации и совершенно неожиданно оказались на концерте, который организовывал фонд. Я действительно оказалась в какой-то магической сказке, потому что люди своими действиями, своими улыбками, песнями, творчеством создавали какую-то атмосферу неимоверной любви и добра. И в этот момент я поняла, что я в том месте, где хотела, чтобы росли мои дети, среди тех людей, с которыми бы я хотела тоже менять этот мир к лучшему. Мы вообще уникальные. Я забыла сказать, мы уникальные. Мы пока не встречали фонды, которые занимались бы тем же самым. Потому что в основном фонды занимаются чем? Занимаются сбором на лечение. Но это очень важно. Да? Кто-то делает протезы, помогает, кто-то там операции. Но вот фонды, которые бы делал просто каникулы, пока мы не встретили. Охи, пью. И у нас есть Никита. Никита с крыльями тоже будет. Мы просто подойдем, просто вот грустящему там какому-то человеку просто подарим розочку. Ну, можно, да, один цветочек. Да, а какой? Да. Розочку? И что? И будем продавать. И будем продавать, как бабушки семечки на базаре. Купили за 3, продали за 10, да? Все, Да, придумали. Радуга должна делать еще и деньги. Что, поклонил? Поклонил. Смотрите, у меня тут сколько цветов. Мы уже сняли. Да? Да. Оп. Вика, скажите, что Мила с Наташей уехали в Африку. И вместо них вы прилетели, ангелов. Мид воздуха скоро выйдет. А так все хорошо. Привет. Ой, девочка, Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Конечно. Обязательно. Я поднимем на фотографии. Я Наталья. Радуга на Кипре. Я не понял тогда, куда мы летим, где мы будем, кто нас заберет, да. И я такой сижу в самолете и говорю маме: мама, а где мы будем жить? Она говорит: я не знаю. И тогда прилетели, а нас ждала Мила. Да, и такой красивый, в то же время умный и перспективный человек, как бы.
такое как бы солнышко. Их встречают в аэропорту, их привозят в Дом Радуги. У них полный холодильник еды, у них море, рядом бассейн, приезжают волонтеры, они их забирают, отвозят, привозят. Им не надо думать ни о чем. Они могут на вот эти 10 дней просто отключиться от всего мира, ни о чем не думать. Просто о них уже все продумано до мелочей, абсолютно до мелочей. У меня 2 девочки. Старшая Полина, ей 12 лет, и младшая Дарья, ей 11 лет. У нее есть определенные нарушения по зрению. Полина у меня вообще первый раз за границей. Даша у нас была только в Китае, где мы проходили интенсивное лечение. Вот. А Полина вообще первый раз за границей, и это очень такой приятный для нее опыт. Она мне вчера сказала: мам, я не хочу здесь уезжать, я хочу остаться здесь, да, за что мне там делать на холодном Сахалине. Мы вообще в таком доме никогда не жили. Сами мы живем в квартире, вот. А так 2 этажа с бассейном вообще классно. Вот, все есть. Ну и самое главное — тепло. Да, и еще там есть через 5 минут море, и можно там покупаться, понырять. Я так удивилась, директор фонда пишет напрямую мне в WhatsApp. Она отправила сразу нам фотографию пляжа, Пальма. И все, и как-то мы любые вопросы решали напрямую, мы ничего вообще не боялись. Они больше боялись, чем мы. Они спрашивали: а как ты полетишь одна с 3 детьми? У тебя 3 перелета, там надо будет ночевать в Ереване, надо будет делать то, а вдруг они у тебя там куда-то разбегутся или еще что-то. Ну, все нормально, все прошло отлично, мы добрались. Мы прилетели, и в первый же день они сразу попросили Мила нас на море. На улице было градусов 16, и они купались. Мы стояли, весна была? Это был январь. Мы стояли в худи, в куртках, вот так и смотрели. Мила говорит: ну я с ними, что? Я с ними. И они заплыли в море. Молодцы! Если честно, я четко знаю ответ, почему я здесь. Потому что у меня есть дети, и мы всегда хотим детям показать самое лучшее, самое ценное. Мы хотим, чтобы они выросли хорошими людьми. Но где этот критерий хорошести? И, на мой взгляд, очень важно показать нашим детям, которым, конечно, мы стараемся дать все самое лучшее, что мир разный, что люди в нем разные, что они нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи. И рассказать, конечно, можно. Можно показать картинку, можно показать вот это видео. Но самое главное — это показать своим примером. А как вас зовут? Роман Башинский. Роман? Ого, Да. какая длинная борода. Я первый раз встречаю таких людей. Я просто еще не зрячий. Я попросил молитву, чтобы она сделала мне так, что я хочу быть зрячим. Есть вот этот вот круг любви, который мы вот образуем, обнимая всех вот этих мамочек с их детками, да, он влияет так, что кто-то задумывается: а вот, может быть, я из состояния жертвы как-то уже по-другому могу в жизни дальше же и выйти из этого состояния. И многие приходят к мысли, что сами хотят помогать другим людям. Раз, два, 3. Хоп, и повернулись налево. Попробуем вместе. Вся программа подстраивается под индивидуальность ребенка.
смотря какой ребенок, какие у него особенности. И, соответственно, сначала спрашиваются пожелания ребенка у мамы, какие у него мечты. В соответствии с этими пожеланиями составляется программа, приглашаются волонтеры. Вот. Потом это все отправляется на согласование мамы, и вот они приезжают, и все у них уже вот так вот на блюдечке с золотой каемочкой. Только бери, радуйся, наслаждайся. Просто ты за рулем сам сейчас полетишь на самолете. И, конечно же, мы ждем, чтобы это добро дальше несло свет в мир. Помогать людям и быть отзывчивым, быть милосердным — это вообще нормально. Просто нормально. И все. То есть это не подвиг, это не что-то сверхъестественное. Это просто нормально протянуть руку тому, кому она вот в данный момент необходима. Пикник мне тоже очень понравился. Было очень прикольно. Готовили сами шашлыки. Сама пожарила шампур шашлыка. Представляете? Да, скоро свидание. Да. Это обниматься, да мне? Почему я здесь? Я приехала здесь отдыхать от больницы, от всяких этих штук, всяких уколов, капельниц, вот это вот все. Мне тут очень нравится. Тут прям спокойствие обретаешь, когда прилетаешь и забываешь про все вот эти вот больницы. Прям хорошо становится. Ну, горячая с дымом не бывает. Так что, еще жарит? Таисия, она у нас по жизни очень энергичная, активная, динамичная. Она любит коммуницировать с людьми, она со всеми знакомится, она делится собой. Никиша у нас всегда за стабильность. Очень сложно он переносит перемены в жизни и изменения вообще его распорядка. И я очень боялась, переживала, но на самом деле для него вот эта новизна, вот эта теплота, вот эта забота стала как будто бы лекарством. Тепло, прикольненько, лесок и шашлычок. Меня всегда тянуло в Африку. Почему-то с 4 лет. Видимо, насмотрелся 38 попугаев, Чунгача и все остальные советские мультики. Видимо, в Африку. Да, Айболит и так далее. Всегда тянуло. Поэтому, видимо, это осталось где-то на подкорке, и я всегда хотел побывать в Африке. У нас в этот приезд еще был, кстати, интересный человек приезжал, актер Виктор Пипа, и он организовал для наших ребят, у нас было много семей, много детей, он организовал творческий вечер знакомства с Африкой. Ну, и, кстати, вот как раз он был тем мужчиной-волонтером, которых нам так не хватает, и он с детьми, он с ними играл, он с ними жарил мясо, он с ними проводил мастер-классы, он шутил, он смеялся. Ой, простите, сбил. Да, я же должен еще. 1, 2, 3, 4, шлеп. Когда ты смотришь на то, какие они счастливые, на то, какие они открытые, на то, какие они смеющиеся, вот тогда ты действительно берешь силы оттуда и заряжаешься вот этим позитивом. И вы знаете, на самом деле, я считаю, что
когда ты можешь дать хотя бы немного чего-то для таких детей, мне кажется, что свою жизнь ты прожила не зря. С прекрасным шоколадом, да, любимого из детства. Черный. Черный шоколад. Включить плиту. Да, включить плиту, Да. потом взять маленькую миску. Да. Но при этом он должен быть тягучим, вот таким. Спасибо огромное, Саша. Потрясающе. Рудольф, молодец. Рудольф, мы пробуем ваш шоколад. Рудольф, ты очень крутой. Еще, что мне очень нравится, это важно, девочки не оставляют ни одну семью. Они не для галочки это делают, они это делают по велению сердца. Ни один человек не остался, который был здесь даже сколько-то лет назад, все на связи. Вот это потрясающе. В рамках каждой программы мы еще предлагаем нашим семьям посетить святые места Кипра, потому что на Кипре очень много церквей, очень много монастырей, и это святая земля. Здесь на самом деле вот ты находишься как под сердцем у Бога, как на ладошке, как будто на одной ладошке Он тебя держит, а другой Он тебя прикрывает. Не так давно мы познакомились с одним прекрасным местом, скит Иоанна Моногритского, после пожара. И мы настолько прониклись этим местом, я стала приезжать туда каждую неделю и поливать те растения, которые погибли. Благодаря присутствию здесь святому Иоанну, мы как-то сразу, он в этот свой мир нас как-то вот включает. Как-то сразу мы туда попадаем. И сразу эти все наши какие-то внешние проблемы, они на задний план. А самое главное, когда душа, в общем-то, находится в таком гармоничном состоянии. Потому что Господь каждую душу хочет спасти, и Он вот нежно прикасается к каждому человеку. Да? То есть, чтобы вот она встрепенулась, чтобы она проснулась, чтобы она как росточек к солнцу тянулась. Иногда помочь можно не только финансами, которые, конечно, нужны, но и просто временем, вот эти все 5 языков любви, провести вместе время, сказать какое-то доброе слово, обнять, как они любят обниматься, эти детки и родители. Иногда важно помочь как-то даже на расстоянии, можно что-то написать. То есть это совсем другие способы помогать, а когда мы помогаем, то ощущение, что ты тоже, как будто крылья растут за спиной, как будто бы ты сам не зря существуешь и можешь менять что-то в этом мире. У нас есть такой проект с Аленой Югай, стилистом «Преображение». Она берет мамочек, они идут в магазин, она подбирает для них одежду, а потом они собирают целый образ с командой стилистов, визажистов, фотограф делает фотосессию, и там мама преображается. И после этого она говорит: а я, оказывается, красивая. В итоге мы решили, что мы будем преображать наших мамочек, потому что, опять же, мамочки в заботах о детях о себе совершенно забывают. И когда я первый раз попробовала поработать с такой мамой, настолько это было до слез, эмоций столько было у нее. То есть для нее это было настолько неожиданно и непривычно в ее жизни, что мы сделали из нее и
моложе и красивее. Так что это проект преображения, но он больше не про преобразиться, а больше просто на себя обратить внимание и стать еще красивее и стильнее. Самое главное событие в этом месте, которое было, это, конечно же, день рождения фонда. И на день рождения фонда прилетело очень большое количество гостей и детей, и семей, и наших друзей со всего мира. Это было красивое, очень душевное, очень доброе мероприятие, которое объединило очень большое количество сердец и которое позволит нам дальше продолжать деятельность нашего фонда. И мы закрыли несколько сборов семей уже на 26-й год. Роскошное произведение. Спасибо большое. Спасибо. Это очень важно. В этом году у нас получилось 7 лет фонду. Это очень знаковая такая цифра, да? 7 лет. 7 цветов радуги, 7 учредителей. И слово «семья» — это семья, да? Вот семья действительно большая, такая дружная, радужная семья, которая объединяет очень большое количество людей разных национальностей, вероисповеданий. У нас нет границ, мы не ставим границы. Мы, наоборот, стараемся их стирать и объединять. Мне очень приятно, что «Радуга» смогла объединить большое количество людей, причем самых разных людей, и тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может оказать эту помощь. И эта семья большая, крепкая, любящая, и каждый в ней важен, ценен и нужен. Я хотела, чтобы больше людей присоединялись к нам, чтобы больше людей видели, как должно быть. Потому что если мы будем добры, если мы будем щедры, если мы будем положительны эмоционально, и мир будет как-то получше, поярче и краше. Я очень верю, что у нас и лагерь скоро появится земля и построится наш лагерь, о котором мы, в принципе, уже давно мечтаем, но вот так вот громогласно мы заявили об этом на дне рождения во всеуслышание, и это мечта каждого учредителя нашего фонда. Мы бы хотели, чтобы это был целый комплекс, в котором приезжала бы не одна семья, там 2 семьи, как мы сейчас можем принимать, да, а чтобы это было прям несколько семей. Чтобы это был как организованный целый комплекс, в котором есть и развлечения, и специально оборудованный для детей с инвалидностью. И вот мы сейчас к этой цели идем и верим, что у нас все получится. В этом году 7 учредителей, в этом году нам 7 лет, и в проекте о лагере у нас 7 домиков по цвету радуги. И я думаю, что если все вот так, все эти символы так сошлись в этом году, я думаю, что проект стартанет свое строительство уже в этом году. Аллилуйя, братья! Дай Бог! Да. Тяжело видеть безысходность. Порой к нам приезжают детки, мы знаем, что это их последняя поездка на море. Иногда она бывает первая и последняя, и увидеть море их является последней мечтой. Это очень тяжело взрослому человеку. Но я стараюсь смотреть под другим углом, что сейчас, вот именно в этот момент, мы еще можем продлить это счастье, продлить жизнь, как она и есть. И, наверное, в этом нахожу вдохновение. Да, порой непросто знать, что ребенок, который приезжал недавно на Кипр, ушел, и находить силы на нового непросто. Но еще раз, если посмотреть с точки зрения
А был бы он счастливее, если бы остался в больничных стенах? Ответ однозначный. И это дает силы двигаться дальше. Конечно, тяжело, когда кто-то уходит. Это, наверное, самое сложное. Но приятно, что мы можем позволить иначе провести вот эти дни жизни. То есть мы иногда знаем, что ребенку осталось там определенное количество времени, и этот ребенок мог бы провести все это время в больнице где-то и в окружении врачей, и ну вот все, что ему и так было дано. А вдруг появляется фонд «Радуга» и говорит: мы приглашаем вас на море. И ой, у меня аж мурашки. И на самом деле вот то, как радуются эти дети, некоторые из них знают, что они уйдут. И для них вот это вот время на море, это какие-то невероятные эмоции. Они благодарны за то, что в их жизни это случилось. У нас на табличках написано, в каком году был ребенок, из какого города и как зовут, и название дерева. У мальчика было заболевание, у него были последние каникулы. К сожалению, так произошло, что через 2 недели его не стало. Но самое удивительное, что он дал этому дереву название Зои. Зои в переводе с греческого — это жизнь. И его жизнь в этом дереве. Я взяла домой несколько отростков, и у меня оно выросло практически уже тоже таких же размеров. И это дерево цветет в день Пресвятой Богородицы, зимой. Именно в тот день, когда ушел Рома. Что тоже очень символично. И вот каждый год оно зацветает именно в день его ухода. Это вот прям, я не знаю, вот так вот Ромочка остался в наших сердцах. Бывает усталость немножко моральная. Это не зависит вообще от семей. Это зависит от того, что иногда кто-то, может быть, обесценивает наш труд. Кто-то, может быть, говорит какие-то не очень приятные вещи, не разобравшись, не выясняя. Ну, люди разные вообще в этом мире. И, как говорится, собака лает, караван идет. И, наверное, если о тебе ничего не говорят плохого, то, значит, ты, наверное, ничего не делаешь. Это аксиома. У меня мечта стать актрисой, чтобы меня знали не как девочка, которая победила онкологию, а чтобы знали меня как девочка, которая добилась своего и стала вот актрисой там какой-нибудь, которая снимается в популярных фильмах. Самое страшное, да, что вера в чудо утрачена, вера в чудо. И они говорят: ну такого не может быть. Как это? Так, просто на отдых? Просто так, и мы ничего за это не должны? Нас там не отправят куда-то там по пакетам, не нафасуют, образно говоря, потому что люди некоторые боятся, правда. Фонд, он не только о детях, это вообще такая социальная история. Это, в принципе, об обществе, но дети в этом обществе — это вот как бы мост в будущее. И что бы я хотела сказать родителям особенных детей, что, ну да, дорога иногда бывает не такая, какой мы себе ее представляем, но в любом путешествии есть любовь, дружба, свет, и это делает его ценным. Чем у тебя сознание шире, там такой мужчина, он меня в это смущает. Бы хотела сыграть какого-нибудь киллера, вот убийцу какого-нибудь, что-то, и девушку с тяжелым характером. Почему? Я не знаю, мне очень нравятся такие жанры, которые там вот боевик и какой-то детектив, вот такое мне очень нравится. Узнали случайно об этом проекте, решили написать, и нам повезло. Как видите, мы везунчики по жизни.